Ого, какое сильное импульсное движение вниз у нас происходит. Больше просто на какой-то чуйке открывал, и скорее всего за это я сразу же сейчас закроюсь по стопу. Немножечко расслабился, зашел в сделку не по стратегии и словил сразу же стоп-лосс. Отличная сделка. Буду начинать новую торговую сессию. Это вторая торговая сессия за день. Также рынок у нас движется, это очень хорошо. Начинаем с баланса в 1054 доллара. Иногда между сессиями может немножечко отличаться баланс, потому что мне периодически приходит какой-то кэшбэк с комиссией. Типа я плачу комиссии, и 45% от этих комиссий мне приходит назад. Поэтому иногда несколько там долларов может отличаться баланс. А так будем искать какие-то интересные ситуации. Открыл я первую сделку по монетке TA. Мы видим, что у нас на часовике это видно было сильное падение. Мы стояли в какой-то консолидации очень много часов. И сейчас движемся вверх. То есть тренд лонговый у нас продолжается. И в какой-то момент после небольшого отката мы дальше продолжаем двигаться вверх. И на этом фоне, мне кажется, трейдеры будут заходить и пытаться ловить какое-то движение по тренду и откроют здесь лонговые позиции. Поэтому я открыл шортовую сделку и попытаюсь словить какой-то сквиз вниз. Движение вниз происходит и нас закрыло быстрым импульсом. Открыл еще одну позицию, монетка та же. Увидел, что у нас здесь есть, сформировался уровень поддержки и уровень такой сопротивления. Мы подошли к уровню поддержки, отскока от него особо не произошло, и все видят, что мы начали дальше к нему поджиматься, и в принципе сейчас может его пробить и пойти вниже. Но импульсного движения здесь никакого не произошло. Мы начинаем плавненько двигаться, а если мы движемся довольно-таки плавно, как мне кажется, дают возможность трейдерам открывать позиции. И так как мы сейчас проломаем вот этот уровень поддержки, мне кажется, что скорее всего тут больше трейдеров будут открывать шортовые позиции. Поэтому открыл я здесь, зашел в лонг и попытаюсь взять, хотел взять импульсное движение где-то в 2% вверх. Импульсом нас, к сожалению, забрало здесь по стоп-лоссу. Открыл еще одну позицию, мы находимся также в росте, в какой-то момент подошли к уровню сопротивления и начали от него замедляться. У трейдеров появилась возможность поставить короткий стоп-лосс за максимум и брать большое шортовое движение. Поэтому я открыл здесь лонговую сделку и попытаюсь так, блин, я немножко потерялся и в моменте все, сделка закрыта. Кстати, я даже не понял, какой я взял take profit. По идее, больше своего стандартного, но я в моменте немножко растерялся, потому что случился импульс больше, чем я хотел свой take profit поставить, и пришлось закрывать быстренько по рынку. Зашел я еще в одну сделку, но это чисто такая спекулятивная, потому что мы тут сейчас можем очень быстро сильно вырасти, и я решил рискнуть зайти в эту позицию. Но она как немножечко даже не, не по стратегии, но я захотел попытаться, типа риск-ревард как будто бы того стоит. И похоже сейчас моментально я поплачусь за это, так как подходит к моему стоп-лоссу. Немножечко расслабился, зашел в сделку не по стратегии и словил сразу же стоп-лосс. Зашел еще одну сделку. Тут уже, в принципе, все сделал по стратегии, но, к сожалению, понемножку у нас поджимается к нашему стоп-лоссу. Я увидел здесь, что мы подошли к уровню поддержки, от которого трейдеры спокойно могут заходить на продолжение движения. Также у нас начала цена здесь замедляться, не было резкого импульса и как будто бы давали возможность открывать трейдерам лонговые позиции, ставить короткий стоп-лосс за ближайший минимум и потенциально брать и обновление и продолжение лонгового движения. Поэтому я здесь открыл шортовую сделку и по моей стратегии мы должны сходить пониже.
Ого, какое сильное импульсное движение вниз у нас происходит. И нас здесь закрыло по тейк-профиту. Отличная сделка. Открыл сделку, но когда пытался сформулировать, почему я здесь зашел, словил себя на мысли, что я не знаю. Мне показалось в моменте, что тут дают возможность шортистам открывать позиции, но сейчас я начинаю уже сомневаться и как будто очень плохая сделка. Наверное, я поставлю здесь стоп-лосс поменьше, потому что в теории, да, здесь могли заходить шортисты, пытаться ловить движение вниз, но с такой же логикой можно было заходить и в лонг. Поэтому, наверное, поставлю сейчас стоп-лосс чуть покороче и уже дождусь результата. И, к сожалению, здесь нас все-таки закрыло импульсом вниз. Это ошибка, как мне кажется, и эта сделка явно была лишняя. Этот импульс, кстати, это подтверждает, что я здесь ошибся. Решил зайти в еще одну коротенькую сделку. Тут у нас после сильного падения монетка остановилась и в какой-то момент начала двигаться в боковике. Тут был один моментик такой, что был сильный импульс, его сразу же начали продавать. И как будто бы на этом фоне мне показалось, что трейдеры будут заходить на продолжение вот этого падения, что может у нас ходить и чуть ниже. Если движение вверх не идет, его продают все движение, и мне показалось, что все-таки трейдеры откроют здесь шортовые сделки, и у меня получится взять какой-то еще один импульс вверх. Но, к сожалению, цена понемножку двигается все-таки вниз. И, скорее всего, эта сделочка у нас закроется по стоп-лоссу. Да. Я смотрю, что я уже понемножечку устаю. Только что открыл сделку, за секунду закрыла по стопу. И я начинаю делать какую-то фигню. Нужно отдохнуть. В идеале прекратить торговлю, но это сложно. Открыла еще одну сделку. Но, блин, я так и не сделал небольшой перерыв. Поэтому также тут больше просто на какой-то чуйке открывал. И скорее всего за это я сразу же сейчас закроюсь по стопу. Я не знаю, как подошел снова к этому состоянию. Я по-любому там не буду сейчас много сливать или еще что-то. Просто странно. Снова такое состояние, когда просто хочется как-то позаключать сделки, поторговать. Не знаю. Открыл еще одну сделку. Тут-то очень хорошая ситуация. Монета у нас начала импульсно расти. Мы видим, что у нас движется по определенной закономерности. Импульс, небольшая остановка, импульс. И тут абсолютно такая же случается остановка. По моей логике, трейдеры будут заходить на продолжение движения и попытаются словить дальнейшее движение вверх. Поэтому я открыл здесь шортовую позицию и хочу взять какой-то импульс вниз. Подошло у нас в очередной раз к нашему тейк-профиту и надеюсь сейчас нас закроет. Я здесь допустил одно нарушение, я зашел на повышенный объем. Хотя здесь это делать точно не нужно было и морально был готов потерять больше, чем стандартный стоп-лосс. Поэтому это абсолютно недопустимо, это было нарушение и вот мог в этой сделке потерять много денег. Так, я быстренько открыл сделку по рынку. И сразу же у меня импульс был к тейк-профиту. Даже не успел сказать, почему я здесь заходил. Но здесь сделку открывал, потому что мы, как и большинство моих сделок, мы шли по тренду. Начали обновлять понемножку максимумы и сложилось впечатление, что мы будем дальше продолжать рост. На этом фоне дали возможность лонгистам открывать позиции и просто пошли резким импульсом собирать их стопы. Я быстренько зашел и буквально за секунду меня закрыло по тейк-профиту.
только что открыл еще одну сделку, и у нас также быстренько идет к take profit. Мы здесь после сильного импульса, цена не пошла никуда в откат, а было продолжение роста. Но рост был довольно-таки медленным, тем самым дая возможность трейдерам открывать позиции. И на этом фоне мне показалось, что раз дает трейдерам возможность покупать здесь, то скорее всего дальнейшего роста не будет, и мы должны сходить на какой-то откат, чтобы побрить всех тех, кто заходил вот здесь в лонг. В принципе, сейчас вот этот откат и происходит, и по идее меня может быстренько закрыть здесь по take profit. Да, импульс прям к нам, почти полностью закрыла нашу позицию, осталась совсем маленькая часть, и я ее закрою, наверное, сейчас руками. Больше интересных ситуаций я не вижу, и, наверное, нужно заканчивать данную торговую сессию. Хотя по-хорошему нужно было закончить, как я увидел, что я начинаю эмоциями торговать, но немножечко в тот момент сил у меня не хватило, и я просто отдохнул. После того, две последние сделки уже после отдыха заключил, и вот такие у меня сейчас результаты. Заканчиваю с балансом $1116, и все, до завтра.